Мужчина нашел маленького осиротевшего волчонка. Человек забрал одинокого детеныша к себе домой, где выкормил и вырастил его. Но через 3 года произошло что-то шокирующее. 30-летний Игорь каждый вечер после работы возвращался домой одной и той же дорогой, которая проходила рядом с лесом. В тот день мужчина работал до 7 вечера, поэтому, когда он шел домой, на улице уже темнело. Неожиданно он услышал какой-то странный шум, доносившийся из кустов. Эти звуки были похожи на жалобный писк, будто кто-то попал в беду и отчаянно звал на помощь. Игорь направился к источнику звука и был очень удивлен, увидев маленького волчонка, который, похоже, совсем недавно появился на свет. Бедняжка сидел, поджав под себя лапки, и дрожал от страха, жалобно пища изо всех сил. Игорь насторожился, так как рядом могла находиться агрессивная волчица. Но прошло несколько минут, а волчица так и не появилась. Мужчина понял, что волчонок остался без мамы, которую могли погубить охотники или какая-то болезнь. У Игоря было доброе сердце, и он знал, что он не сможет бросить крохотного волчонка на произвол судьбы. Мужчина бережно взял детеныша на руки и понес к себе домой. Маленький мохнатый зверек сразу почувствовал себя в безопасности. Он перестал дрожать и затих в уютной теплой куртке. Когда Игорь принес волчонка к себе домой, он сразу же налил в миску теплого молока и размешал в нем немного сахара. Мужчина поставил миску на пол, а волчонок тут же подполз к ней на четвереньках и начал жадно лакать молоко, так как он был очень голоден. Похоже, детеныш уже давно остался без мамы. От безысходности он вышел из леса и направился в сторону города. Игорь погладил волчонка по мягкой шерстке и решил оставить его у себя дома, понимая, что беспомощный детеныш не выживет в одиночку в дикой природе. Мужчина назвал своего нового необычного питомца Грей. Волчонок быстро привык к своему новому дому и доброму хозяину. У Игоря жила собака Луна, милая дворняжка с добрыми глазами. Поначалу Луна опасалась Грея, когда мужчина только принес его в дом, и грозно рычала на мохнатого зверька. Но через несколько дней собака поняла, что Грей всего лишь крохотный, беззащитный детеныш, которому очень не хватает материнской любви и заботы. Прошла лишь пара недель, и двое питомцев уже весело бегали друг за дружкой по двору рядом с домом. Луна убегала, а Грей весело ковылял за ней на своих маленьких забавных лапках. Грей быстро рос, с каждым днем становясь все больше и больше. Вскоре пришлось покупать для него уже не молоко, а мясные консервы для взрослых собак. Конечно, Грей с жадностью их уплетал. Волчонок постепенно превращался в большого и сильного зверя. Когда Грею исполнилось 3 месяца, он стал размером с большую собаку. Волчонку явно стало тесно в небольшом доме. Игрушки разлетались во все стороны, а мебель опрокидывалась на пол от игр питомцев. Игорь понимал, что вскоре ему придется выпустить волка обратно в лес, где он нашел его. Это было очень непростое решение, потому что мужчина очень привязался к Грею как к родному существу. Но он прекрасно понимал, что так будет лучше для самого волка, которому суждено жить на свободе, а не в небольшом доме. Еще через пару недель Игорь погрузил значительно подросшего Грея в свою машину и повез его обратно в лес, поближе к тому месту, где он однажды нашел детеныша. По дороге в машине волчонок очень волновался и ползал по всему сиденью, жалобно при этом поскуливая. Наверное, питомец чуял, что хозяин везет его куда-то далеко. Наконец они доехали до места, где росли густые кусты вдоль леса. Игорь вытащил Грея из машины и поставил его на траву. У мужчины на глазах навернулись слезы, когда он обнял напоследок своего пушистого друга. Грей тоже, кажется, все понял и жалобно поскуливал, не желая отпускать человека из своих объятий. Тогда Игорю пришлось громко закричать, из-за чего волчонок сразу же развернулся и быстро побежал в лес.
Через несколько секунд он скрылся в зарослях, виляя своим коротким хвостиком. Игорь еще долго смотрел вслед необычному питомцу, надеясь, что он сможет приспособиться и выжить в дикой природе. Прошло 3 года с того дня, как Игорь выпустил Грея обратно в лес. Все это время мужчина вспоминал своего пушистого друга и грустил по нему. Они были так близки, а теперь Игорю приходилось лишь гадать, что стало с Греем в дикой природе. Мужчина надеялся, что его большой мохнатый друг смог справиться совсем самостоятельно. Как-то солнечным вечером, когда Игорь вернулся с работы, он услышал странный шум со стороны заднего двора. Луна, которая все эти годы оставалась его верным питомцем, громко залаяла и выбежала на улицу через заднюю дверь. Игорь пошел за ней, чтобы выяснить, что происходит, так как он не ждал сегодня никаких гостей. Прямо около дома на задних лапах стоял огромный бурый волк и пристально смотрел на человека. Игорь замер на месте от ужаса, так как волки никогда не заходили настолько далеко в город. Мужчина старался не шевелиться, стараясь не вызывать агрессию у огромного хищника. Однако это не помогло, и волк направился прямо к человеку. Игорь едва не закричал от ужаса, но в этот момент он внезапно узнал в волке своего давнего друга. Оказывается, перед ним был тот самый маленький волчонок, которого он когда-то подобрал, только теперь это был настоящий грозный хищник. Грей тоже узнал Игоря. Он издал радостное рычание и подошел вплотную к своему старому другу. Мужчина напрягся, так как он не знал, чего ожидать от огромного хищника. Однако Грей не собирался причинять человеку вред. Зверь осторожно обнял своими могучими лапами мужчину точно так же, как он делал в детстве. Затем Грей нежно ткнулся своей мордой в грудь Игоря и начал вылизывать ему лицо своим большим шершавым языком. Видя это, Луна разлаялась еще громче, но Игорь ее успокоил. Мужчина наконец понял, что волк не собирается на него нападать. Он специально пришел поздороваться с добрым другом, который когда-то спас ему жизнь. Растроганный, Игорь пошел к холодильнику, взял оттуда все подходящие для волка продукты и принес их Грею. Волк с радостью принялся уплетать эту еду, причмокивая и облизываясь. Через полчаса он все доел и с благодарностью посмотрел на человека. А Игорь в этот момент видел в Грее не огромного лесного хищника, а маленького волчонка и своего друга. Грей еще раз ткнулся мордой в мужчину, после чего неторопливо направился в сторону леса, в то время как взволнованные Игорь и Луна смотрели ему вслед. Игорь был невероятно рад, что Грею удалось выжить и адаптироваться в лесу, а значит, все его старания были не напрасными. Больше Игорь никогда не видел своего огромного лесного друга, но незабываемый день их счастливого воссоединения навсегда остался в памяти мужчины. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.